Всем привет, ребят! Сегодня будет гайд по кузнице. Когда-то я делал подобный видос, когда она только вышла. Сейчас информация появилась больше. Ну, информация, наверное, появилась столько же, просто немножко потенциал кузницы расширился. Возможно, приходят в игру люди, которые, скажем так, не застали тех времен, когда еще кузницы в игре не было, и, соответственно, первоначальная информация, которая давалась, когда только кузница появилась, для них не совсем актуальна, потому что все же ее надо рассматривать на конкретный момент сейчас, а не то, как ее мы рассматривали, когда она только появилась, да, то есть сейчас более-менее понятно, что и как, где фармиться, и в связи с этим можно уже более конкретно какие-то по поводу кузницы говорить вещи. Значит, есть у нас такое здание кузницы. Я сейчас специально заходил там на вновь созданный аккаунт, чтобы посмотреть, на каком уровне она открывается. И я, короче, посмотрел и забыл. То есть она то ли на 30-м, то ли на 35-м уровне открывается. Ну, собственно, новички, те, кто только начал играть, они могут спокойно об этом в комментариях написать, потому что у них, то есть когда они только начали, кузница она есть, но там написано, что откроется она с такого-то уровня, да, вот. Вот башню я точно пока помню, сразу скажу, она нам еще пригодится. Башня открывается 40-го, крипты фракции, воины фракции открыты сразу, ну или практически сразу. По-моему, сразу с первого дня они открываются. Вот, то есть у меня там, я заходил на аккаунт, он не прокачанный, и они вот там сразу открыты, эти воины фракций. Почему я сейчас проговорил про роковую башню и воины фракций? Потому что это два ключевых направления, которые нужны для кузницы. Это нужно понимать. Есть такое вот у нас здание кузница. Чем оно интересно? Тем, что здесь можно создавать вещи. Причем создавать здесь можно уникальные вещи, те, которые не достать, ну или практически не достать другими способами. По-моему, вот сет парирования и сет отражения добывается... Давай еще на всякий случай уточним. По-моему, они добываются в платине. Я вот этого точно не помню, если честно. Так, у нас есть здесь вот лиги, есть здесь награды. Да, вот сет парирования и отражения, они добываются в платине, да? Помимо того, что их можно создавать в кузнице. Все остальные сеты, они уникальные. То есть они нигде не добываются, кроме как вот как создавать их в кузнице. Значит, что касается кузницы, у нас есть здесь вот возможность переключать, ну это я сейчас пробежусь вкратце по интерфейсу, то есть здесь есть возможность выбирать сет, который мы хотим, то есть вещи, из какого сета мы хотим создать, да, здесь можно почитать, что этот вот здесь то, что написано, это то, что будет давать сет, то есть вот здесь вот в скобочках написано 4, это значит, что сет будет иметь сетовый бонус именно, когда мы оденем на персонажа 4 вещи из этого сета. А у нас на персонаже всего можно надеть 6 вещей, да, то есть это меч, шлем, щит, перчатки, броник и ботинки, да. И вот если мы 4 вещи одеваем из этого сета, то у нас получается, что скорость персонажа увеличивается на 18%, скорость считается от базовой скорости, да, там, примерно, ну, то есть, условно говоря, базовая скорость 100, соответственно, плюс 18%, плюс 18 скорость. Крит урон увеличивается на 30%. Крит урон, он не считается ни от какой базы, он просто прибавляется, да, то есть плюс 30% крит урона. И 50% шанс неуязвимости при смертельном ударе, да, то есть когда персонажа там вашего пытаются убить, то с 50% вероятностью он выживет и повесит себя на один ход неуязвимость. Переживет вражескую атаку. Это вот, собственно, сетовый бонус. Ну и вот здесь эти все сетовые бонусы можно посчитать. В скобочках написано, из скольких вещей стоит сет, да, то есть здесь из 2 вещей. Сет у нас бывает стоящий из 2 вещей, из 4, других сетов не бывает. Вот. Значит, дальше по интерфейсу. Здесь есть возможность переключаться вот по таким вкладочкам. Что обозначают эти вкладочки? Когда вы создаете вот в этой вкладке вещь, у вас будут создаваться только 5 и 6 звездочные вещи. Мы еще немножко там потом проговорим про вероятность создания, но нужно понимать, что вот когда вы переключитесь на эту вкладочку, у вас может создаться, то есть если нажать «Создать», ну вот в данном случае, например, на расторопности, вот здесь вот есть «Создать», то сейчас создаться либо 5, либо 6 звездочные вещи. Вот она создалась, в данном случае 5-звездочная, да, я ее сразу продам. А если, например, переключиться сюда, то здесь будет создаваться 3- или 4-звездочная вещь. То есть нажимаем «Создать». И вот она создалась 4-звездочная вещь. Но про вероятность я проговорю позже. Здесь, соответственно, 4 и 5-звездочные вещи создаются.
Вот, здесь у нас выбираются ресурсы. Ресурсы здесь, они все время стандартные, то есть это именно ресурсы, показаны, какие нужны для создания вот из этого сета вещи 5-6 звездочные. То есть здесь никаким образом ничего поменять нельзя. То есть вот если вы хотите создать вещи из расторопности 5 или 6 звезд, да, то вы должны иметь именно вот эти ресурсы. Другие здесь ресурсы не подойдут. Вот, соответственно, если мы переключимся на другой сет, здесь уже другие ресурсы нужны. Здесь опять другие ресурсы, да. Здесь опять другие ресурсы и так далее. То есть нужно понимать, что для каждого сета, ну или практически для каждого сета нужны уникальные ресурсы. Ну, можно сказать, что для каждого сета нужны уникальные ресурсы. Так, со звездностью разобрались. Дальше вот здесь вот есть такие вкладочки под талисманы. То есть мы заходим вот сюда, открывается у нас другая менюшка. Вот здесь вот талисман, то есть вот здесь вот подписано ранга, редкости, типа и субпараметра, да. То есть что нам это дает? Что нам вот эти подписи означают? Вот эта ранга, она вставляется только вот в это вот, где звездочка. То есть вот здесь звездочка и здесь звездочка, да? Редкость, она вставляется только сюда. Талисман типа, он вставляется только вот в этот слот. То есть здесь 6 талисманов типа у нас. И вот сюда вставляется субпараметр, да? То есть субпараметров сколько у нас? 2, 4, 6, 8, да? Вот, собственно, талисман субпараметр может вставляться сюда. То есть, соответственно, если мы говорим там про вещь полный фарш, то она будет выглядеть что-то типа такого. Ну и сюда можно там поставить какие-нибудь перчатки, например, да. И вот в таком состоянии ее тоже можно создать. То есть это в некоторой степени увеличивает шансы там на определенные. Но про шансы мы проговорим сейчас, да. Еще посмотрим. Это у нас лук с критуроном со скоростью. Я, наверное, продам. Такие вот дела. То есть с этим мы разобрались, с интерфейсом, да, здесь есть кнопочка у нас «Создать». Больше, собственно, никаких возможностей здесь ничего нет. Дальше мы можем только говорить про то, насколько тяжело и какие вещи создаются, да. Но про то, где что фармится, мы поговорим чуть попозже. Давай сейчас поговорим про шансы создания, да, то есть для чего вообще юзаются вот эти талисманы и так далее. Кто-то скажет, вот талисман юзанул и получил крутую вещь. Нифига подобного. Здесь, смотри, написано x2, шанс получить более высокий ранг, да, здесь x2, шанс получить более высокую редкость, здесь x2, шанс получить оружие, здесь x2, шанс получить шлем, здесь у нас, например, 50% шанс получить здоровье процент в одном из субпараметров, здесь 50% шанс получить скорость в одном из субпараметров, да. Смысл-то в чем? Мы идем, вот если здесь вот есть кнопочка шанс создания, и здесь мы читаем все подробно. Вот здесь у нас есть шанс создания по рангу, шанс создания по редкости, шанс создания тип. И по субпараметрам у нас, по-моему, ничего нету, да? Так, какую же информацию мы можем получить из этой таблички? Значит, у нас есть вот ранги, вот это вот 3, 4, 4, 5, 5, 6, да? Это имеется в виду вот здесь, вот, которые 4, 5, 5, 6... 3, 4, 4, 5, 5, 6, да? Есть шанс создания ранга. Значит, если мы... вот это так, значит, есть у нас вот стандартный, то есть когда мы не используем талисман ранга, да, вот этот вот талисман ранга, когда мы не используем, и когда мы его используем. То есть вот здесь вот мы его не используем, здесь мы его используем. Ну и, соответственно, у нас вот вещи 3-4 звездочные. То есть когда мы не используем талисман ранга, у нас с 60% вероятностью будет 3-звездочная вещь, 40% вероятностью будет 4-звездочная вещь. Если мы используем талисман ранга, то у нас с вероятностью 20% будет 3-звездочная вещь, с вероятностью 80% будет 4-звездочная вещь, да? Дальше, если мы создаем вещь 4-5 звезд, у нас без талисмана ранга идет 65% вероятности 4-звездочной вещи и 35% вероятности 5-звездочной вещи. С талисманом ранга у нас с вероятностью 30% 4-звездочная вещь и с вероятностью 70% 5-звездочная вещь. И дальше у нас, если мы задаем 5-6-звездочные вещи, без талисмана ранга у нас с вероятностью 75% будет 5-звездочная вещь, а с вероятностью 25% будет 6-звездочная вещь, да? Дальше у нас с талисманом идет 50%, что 5-звездочная вещь, и 50%, что 6-звездочная вещь, да? То есть таким образом мы говорим о том, что
использование талисмана, оно не гарантирует получение наилучшего результата, да, то есть оно просто поднимает вероятность, прилично поднимает, но не стопроцентно. Дальше, шанс создать редкость, да, это у нас уже талисман, талисман редкости, вот этот вот. И вот для него таблица вот здесь вот. Соответственно, у нас есть редкости, редкие, эпические, легендарные. То есть у нас создаются вещи только редкие, только эпические, только легендарные. То есть никаких зеленых, белых здесь не создается в принципе. Вот. И если мы не используем талисман редкости, то с вероятностью 67,5 мы создаем редкий предмет. А почему здесь 67,5, а здесь 35? Не, все нормально, да, все нормально. Значит, с вероятностью 67,5 мы создаем редкий предмет. Это если без талисмана. А дальше с вероятностью 25% этот предмет будет эпическим, и с вероятностью 7,5% он будет легендарным, да. Если мы используем талисман редкости, то у нас вероятность создать редкий предмет падает до 35%, а создание эпического предмета увеличивается до 50%, и создание легендарного предмета увеличивается до 15%. Дальше, шанс создания типа. То есть, еще раз повторюсь, вот здесь вот типа, и мы можем указать, что мы хотим именно оружие получить. Или, например, щит мы хотим получить, да. Вот, и, соответственно, здесь вот как раз-таки эта таблица расписывает. То есть, шансы создания стандартные у нас идут. На каждый предмет 16,67% на создание, то есть, с вероятностью 16,67 вот выпадет именно оружие, шлем, щит и так далее, да. Вот. Но если мы выбираем определенную вероятность на получение определенного предмета, например, перчатки указываем, то вероятность получения перчаток возрастает с 16,67 до 33,33, да, а вероятность всех остальных предметов падает до 13,33, да, то есть вероятность выпадения этого предмета возрастает в 2 раза, а вероятность выпадения этих предметов падает там на сколько процентов, на 20 получается, да, наверное. Вот. Дальше у нас идет небольшой здесь ликбез по параметрам и субпараметрам, да, то есть основные параметры у шлема, у оружия и у щита, они всегда одинаковые, у доспеха вот могут быть такие, у перчаток могут быть такие, у сапогов могут быть такие, да. У нас уже есть в игре другая табличка с этим, но здесь тоже довольно-таки приятная табличка и более-менее понятная. Значит, и здесь указаны шансы, да, это имеется в виду шансы выпадения, то есть, когда мы, например, создаем шлем, он у нас с вероятностью 100% будет с базовым параметром здоровья, плоское. Вот, то есть, почему? Потому что шлемов с другим базовым параметром не бывает, в принципе. А вот когда мы создаем доспех, у нас с вероятностью 12,5 будет один из этих параметров, да, у перчаток тоже вот с вероятностью 12,5 будет один из этих параметров, у сапогов вероятность немножко другая, потому что здесь у них вариативности в параметрах меньше, и, соответственно, с вероятностью 14,3% мы сможем получить одну из этих базовых характеристик. Вот. Также у нас здесь расписаны субпараметры, которые могут быть в каждой из вещей, да, это вот эти дополнительные параметры, которые могут быть, и здесь вот указаны для оружия, для доспеха, для перчаток, для сапогов, для оружия, для щита. И написана вероятность. Вот здесь вот 10, 10, 10, 10. Здесь 12,5% вероятности. Тут видим, тут не видим, тут меньше вариативности в допах может быть. А каких допов? Это оружие, щит у нас. Да, в оружии у нас не бывает защиты и защиты процентов, в щите не бывает атаки процентов, поэтому здесь вероятность на выпадение остальных параметров выше. Почему здесь звездочка показана? Потому что у нас у доспеха, у перчаток, у сапогов вариативность параметров, да, если, например, у нас в доспехе выпало плоское здоровье в доспехе в самом, то отсюда уже оно убирается, то есть здесь оно выпасть не может, и, соответственно, хоть у нас здесь и указано 11 параметров, но когда у нас определился уже базовый параметр у вещи, тогда уже вероятность выпадения остальных параметров, скажем так, становится равна 10%. И вот здесь вот где-то было расписано...
Так. По поводу... Вот здесь вот. Как работают талисманы субпараметра? Они повышают шанс получить определенный дополнительный параметр. У тебя будет шанс 50% получить необходимый параметр. В качестве первого субпараметра повышение шанса действует только для первого субпараметра. То есть у нас, если, например, выпадает синяя вещь, у нас у нее два субпараметра. Значит, сначала с вероятностью 10% выпадает первый субпараметр, например, атака процент, да, и потом с вероятностью 10% выпадает, например, там крит-шанс у нас. Ну, хотя там на выпадение второго уже не 10%, а чуть меньше, потому что у нас уже сократилось число, так сказать, из которого должно определяться. Но когда мы юзаем талисман, вот выпадение... вероятность выпадения того субпараметра, который мы хотим, да, именно первым, оно увеличивается на 50%. Но тут нужно понимать, что, например, если у нас у вещи, вот мы, например, поставили субпараметр скорость, да, мы хотим получить скорость, и мы создаем, и у нас создаются ботинки, например, и у ботинок определяется базовый параметр скорость, то, соответственно, какая бы вероятность там ни была, как бы ты ни поднимался вероятность выпадения скорости, да, то она у тебя уже никак выпасть не может, потому что она выпала в базе. Вот. Но в целом, все равно повышает шансы на выпадение субпараметров. Так, по поводу шансов я, по-моему, рассказал все. Дальше, наверное, осталось затронуть тему только, где же какие сеты формятся, да. Так, у нас есть некий ресурс, который нужен для создания всех вещей. Это вот эти слитки серебряные. Давай я на всякий случай проверю. Тут еще такой момент, пока слитки рассматриваем. Максимум вещей, максимум элементов, не элементов, а ресурсов может быть 10 тысяч. То есть вот слитков может быть максимум 10 тысяч. Всех вот этих ресурсов тоже может быть максимум 10 тысяч. Больше 10 тысяч их быть не может. Ну, это так, небольшое отступление. Эти штуки у нас формятся на обычной арене. То есть мы сражаемся, заходим в бой, побеждаем, и вот нам упало эти слитки, да. То есть таким образом они падают, в принципе, если активно играть, если активно сражаться на арене, они копятся в довольно-таки больших количествах, и нужды в них особо нету. Но просто вот я сказал, где они формятся, да, чтобы потом вопросов не возникало вдруг. Значит, дальше у нас есть вот такие молоты. Молоты вот эти нужны только для создания сетов парирования и отражения. Больше они нигде не нужны, эти молоты. Вот, причем они нужны и для создания вещей 5-6 звезд, и для создания вещей 4-5 звезд. Только здесь их нужно меньше. И, собственно, вот это самые-самые редкие вообще вещи из всех вещей, которые могут быть только у нас в кузнице. Добываются они в турнирах и событиях. Больше они нигде не добываются. Ну, возможно, в каких-то еще наградах они иногда падают. То есть вот здесь вот, если зайти сюда, покажется, в каких турнирах сейчас можно их добыть, да. То есть мы можем прямо отсюда перейти и посмотреть более подробную информацию. Ну, давай, заходи. То есть вот у нас идет турнир в замке Лавового рыцаря. То есть турнир на фарм в замке Лавового рыцаря. Если бы я в нем участвовал, да, то я бы мог, накопив 1200 очков, получить вот этих 5 молотов. Вот. И... Так, ага, меня не сюда выкидывает. Ну, давай еще посмотрим. И вот у нас еще есть второй турнир, да, тоже можем в него перейти и посмотреть. Вот 10 молотов за 4200 очков. Это турнир у нас тренировки героев. Вот здесь написано. И, соответственно, если бы я в нем участвовал, то я мог получить 10 молотов, там, накопив 4000 очков, да. То есть все вот эти молоты, они добываются только в турнирах. Больше их, ну, в турнирах, событиях, возможно, да. Больше их брать негде. И это довольно-таки ценный ресурс. Если сравнивать два этих предмета, да, то отражение ни о чем сет, а вот парирование неплохой сет. И я бы свое предпочтение отдавал именно парированию. То есть, если у вас есть выбор создавать отражение или парирование, то создавайте парирование, да. То есть, это самый крутой сет из всех здесь перечисленных, на мой взгляд. Но и он самый тяжело добываемый, да, потому что вот эти молоты, все упирается в эти молоты, потому что их не очень хорошо получается фармить.
Так, дальше мы распределим себе все вещи на два типа. У нас сначала были введены в кузню сет парирования, отражения, живучесть и расторопность. То есть 4 вот этих сета. Причем парирование и отражение, они были в игре давно, они формились в платине. А живучесть и расторопность — это сеты, которые были добавлены в игру только с введением кузницы. Вот. И чем примечательнее эти сеты, тем, что остальные ресурсы на эти сеты формятся в одном и том же месте, да, то есть вот эти эти вещи, вот эти вот осколки, вот эти вот, да, ну и здесь все то же самое формится, да, вот эти вот осколки, я не знаю, как они называются, камень крови вот, и здесь что у нас? Камень души. Здесь камень крови. Камень крови. То есть они есть разные редкости и так далее. То есть они есть редкий, эпический и легендарный камень крови. И камень души тоже редкий, легендарный и эпический. Где же они формятся? Ну, собственно, если вот сюда перейти, то можно сразу понять, где они формятся. Они формятся в войнах фракций. Мы сюда переходим. И формятся они в любой открытой там на сегодняшний день войне фракций. Причем без разницы, из какого рода племени эта фракция. Вы проходите, и вам дается случайным образом награда, то есть либо камни крови, либо камни души. Тут без разницы, какие этажи вы с этой точки зрения формите, без разницы, какую именно фракцию вы формите. Вот, вот обозначение, вот редкий материал, да, редкий материал и так далее. Тут есть вот такие небольшие циферки. Здесь вот единичка идет, здесь циферка 1, 2 идет, здесь 2 идет, здесь 2, 3. Я раньше думал, что это обозначение, скажем так, сколько будет выпадать. На самом деле выпадает нифига не соотносительно этих цифр. Эти цифры обозначают совершенно другое. Это вот цифра 1, это означает, что падает только редкий материал. Тут, если вот нажать, оно подписано, редкий материал. Циферка 1, 2 уже обозначает, что падает и редкий, и эпический материал, да? То есть там случайно может выпасть либо редкий, либо эпический материал с некой вероятностью. Вот, здесь вот уже пошла с 10 уровня 2, и, соответственно, здесь падает только эпический материал, редкий уже не падает. Здесь вот пошла на 13 этаже уровень 2-3, это уже означает, что падает эпические или легендарные материалы. Ну и так до конца, до самого конца. Вот, единственное, с каждым этажом падает все больше, да. То есть вот на 21 этаже, я точно не скажу, точных цифр не помню, но, по-моему, эпических материалов падает за раз, ну, за одно прохождение штук около 100. То есть где-то вот 90 может упасть эпического материала за одно прохождение, да? То есть падают они довольно-таки жирно и много этих материалов. Так что если фармить там высокие этажи, то особых проблем быть не может. В связи с чем, то есть что здесь может быть такого, скажем так, на что стоит обратить внимание, то что пока вы новичок, у вас не получится создавать супер крутые вещи, даже из сета расторопности, просто потому что у вас не будет возможности фармить очень хороший материал, да, чтобы создавать 4-5, точнее, вот там есть вкладка 5-6 звезд вещи, да, создавать. Чтобы по этой вкладке вещи создавать, вам нужно минимум фармить 13 этаж, да, потому что начиная с 13 этажа падают легендарные материалы. Стартовый герой, вот который стартовый, если вы прокачаете до 60 уровня, он у вас будет один там вкачан до 60 уровня, да, то он в соло, в принципе, более-менее нормально одет и может фармить 10 этаж. Но этого все равно недостаточно для того, чтобы делать вещи 5-6 звезд, да, то есть вы, фармя 10 этаж, сможете делать только вещи 4-5 звезд. Вот, а до 13 этажа уже можно дойти где-то 2 прокачанными героями. То есть если у вас будет из какой-то одной фракции 2 хороших прокачанных героя, то, в принципе, вы сможете фармить 13 этаж и, соответственно, уже создавать, например, вещи из сета расторопности, да, или вещи там из сета парирования хорошие, достойные. Теоретически можете создавать. Так, с этим мы разобрались. То есть, еще раз повторюсь, вот для сета парирования, отражения, живучести, расторопности, вот для всех этих сетов все вот эти ресурсы, да, вот материалы формятся из войн фракций. Вот, дальше у нас идет упрямство, невредимость, смертоносность и озноб. Эти сеты формятся уже в другом месте, а именно в башне. Башня доступна у нас с 40 уровня. Да, еще, кстати, небольшой такой момент, что у нас кузница открывается то ли с 30, то ли с 35, а криптофракции открываются сразу. То есть, как вы только начали играть. И
пока у вас кузница не открылась, вы все равно фармите вот эти вот дополнительные штуки, да, вот эти материалы, и, соответственно, они у вас будут, видимо, копиться в кузнице, да, пока у вас она не откроется. Когда она откроется, у вас уже будет какой-то запас этих материалов, скорее всего. Ну, то есть материалы точно фармятся, но вот копятся они или нет, я не знаю точно, но я не знаю просто, как это проверить быстро, оперативно. Вот. Но то, что они фармятся, это точно я проверял. То есть даже если у тебя не открыта кузница, ты идешь, проходишь этаж военных фракций, да, и они у тебя фармятся, эти материалы. Значит, у нас есть упрямство, невредимость, смертоносность и озноб. Они уже фармятся у нас в других местах, а именно в башне. Каким же образом они фармятся? Они фармятся за первое прохождение всех боссов. То есть у нас вот есть дракон, паучиха, краб, есть еще ледяная паучиха, да. То есть за каждое первое прохождение нам дают здесь награду. То есть вот здесь указана награда, что они нам эти вещи падают. То же самое на трудном. Здесь награда, они падают. Значит, можно их получать за первое прохождение, также можно их получать за повторное прохождение. Если мы зайдем вот сюда во вкладку награды, вот здесь вот написано, что вот у меня на трудном режиме пройден 10-й дракон, и за каждое последующее его прохождение я могу получать либо 1-3 эпического материала, либо 1 материал легендарный, да? Вот. Чтобы проходить повторно, нам нужны вот эти серые ключи. То есть вот эти серые ключи тратятся на повторное прохождение. То есть вот у меня сейчас 11 ключей, я могу теоретически пойти и 11 раз это все дело пройти и пофармить этот материал. Вот. На обычном дела обстоят немножко скуднее, потому что там материалы менее качественные падают. То есть вот с 10-го дракона там падает нам за каждое повторное прохождение вот 6.11 редкого материала, за черную вдову 6.11 там другого материала, за краба, скрабея 6.11 другого материала, да. И за первое прохождение, когда мы первый раз этих боссов проходим, да, нам падает намного больше ресурсов. И в основном эти ресурсы, вот если прям у вас, скажем так, проблемы со временем, то проще всего эти ресурсы именно фармить с первого прохождения. То есть один раз прошли, много ресурсов получили, не паритесь. Но если у вас есть лишнее время, то можете повторно попроходить интересующий вас данжи, да. То есть нужно проходить именно тот, скажем так, шмот, с которого вас устроит, который вам будет нужен. И, соответственно, вы можете пофармить эти ресурсы дополнительные, эти материалы. То есть с каждого босса фармится определенный ресурс. То есть если мы посмотрим еще раз в награды, да, то у нас с маговым дракона фармится вот такая штука. Здесь вот даже указано это, видимо, обозначение сета. С черной вдовы фармится вот такая штука. С краба фармится вот такая штука. С ледяной паучихи там фармится другая штука. Ну и, соответственно, исходя из этого, мы можем что сказать, что вот эта штука у нас фармится, когда мы фармим паучиху. Вот эта штука фармится, когда мы фармим краба. Вот эта штука у нас фармится, когда мы фармим дракона. И вот эта штука у нас фармится, когда мы фармим ледяную паучиху. Вот. Ну и, соответственно, если мы хотим создавать 5-6 звездочные вещи, то нам нужно фармить трудную башню. Возможно, в обычной башне на верхних этажах тоже фармятся какие-то элементы, но проще всего фармить именно трудную башню. С нее с большей вероятностью падают хорошие для нас материалы. Так, значит, если исходить из тех сетов, которые здесь интересные, вот лично из моего опыта скажу, что хороший сет, который можно создавать в кузнице, это парирование, хороший сет это расторопность. Желательно создавать 5-6 звезд с применением талисманов, да, ну и парирование, расторопность, вот. Также хороший сет, это у нас, ну, самый хороший сет из всех сетов, вот, из этих 4 последних сетов, да, это смертоносность. Он самый хороший. На втором месте я бы поставил озноб. Тоже неплохой сет. На третьем месте это невредимость. И самое дерьмовое это упрямство. Вот, это такое мое мнение. Также можно создавать вещи на продажу. То есть, смотрите, мы берем
То есть не обязательно создавать вещи, что вот я из этого сета ничего не хочу создавать, в нем ничего интересного нету. Да, живучесть тоже, в принципе, неплохой сет, но я его не очень люблю. В принципе, он тоже неплохой, живучесть. Значит, что касается вот этих сетов, да, живучесть. Например, мы хотим посоздавать на продажу. На продажу можно создавать как вещи 5-6 звезд, так 4-5, так 3-4, да. Если мы создаем 5-6 звезд вещь, например, то мы ее создаем за 10 тысяч серебра, а продаем потом, в данном случае... Ну, кстати, этот шлем, может быть, я оставлю, крит шанс, скорость. Давай еще один создадим. Вот выпал 6-звездочный синий щит, я его продам, и стоит он 54 тысячи. На его создание я потратил 10 тысяч, а продаю за 54 тысячи. Это еще не самая, скажем так, выгодная продажа. Бывает, там легендарные вещи 6-звездочные могут стоить и 100 тысяч, да? Там еще зависит, конечно, от того, что это за вещи. Там щит, шлем, перчатки и так далее. Самые дорогие, как правило, щиты. Ну, если исходить из практики компании. Вот. Также можно создавать какие-нибудь там 3-4 звездочные вещи. Здесь у нас создание вещи стоит 1 тысячу, да? А мы ее создаем, и продается она намного дороже. То есть в данном случае вот 4-звездочная вещь продаем за 16 тысяч, да? Давай, кстати, посоздаем. Может быть, сейчас создаться 3-звездочная вещь, чтобы показать. Вот, 3-звездочная вещь создалась, эпическая, стоит 13 тысяч. На создание этой вещи я напомню, что я потратил 1 тысячу. Так что для новичков это очень неплохое подспорье, создавать всякий вот этот хлам и продавать его тупо, да, то есть не копить все эти ресурсы, а именно создавать и продавать все ненужное сразу, именно для заработка серебра. Очень-очень неплохое подспорье для новичков, потому что новичкам всегда есть кого точить, всегда есть кого одевать и так далее. Так, по кузнице я вроде рассказал все. Надеюсь, я ничего не забыл. Если вдруг у вас остались какие-то вопросы, то задавайте в комментариях. Также, если вы знаете что-то, что я не сказал, не указал в этом видео, пишите в комментариях обязательно. Только без каких-то наездов, что вот ты там тот сказал неправильно, ты это не указал и так далее. Просто пишите в виде в информативном виде, чтобы любой человек, который будет смотреть данное видео, потом после этого перешел в комментарий и мог прочитать что-то, что я не упомянул в этом видео. Ну, я мог просто забыть или не знать что-то, да? Это вполне себе нормально. Все, всем спасибо за просмотр, всем пока.